Всем привет, меня зовут Дарья, и сегодня я вам покажу, как настраивать передачу данных с сайта на платформе Хорошоп в LP CRM. Это нужно, чтобы в автоматическом режиме передавать данные о новых заказах из Хорошоп в другие системы. Например, в LP CRM вести учет данных о новых заказах удобно обрабатывать и всячески взаимодействовать с ними в дальнейшем. А теперь давайте перейдем к настройке. Для начала необходимо создать новую связь. Далее необходимо выбрать систему источника данных – Хорошоп. Теперь необходимо указать действие – загрузить заказы. Далее необходимо подключить ваш Хорошоп к системе Apex Drive. Необходимо указать доменное имя, а также логин и пароль личного кабинета вашего Хорошоп. Обратите внимание, что доменное имя должно быть скопировано без дополнительных символов. Когда подключенный логин отобразился в списке «Активные аккаунты», выбираем его и продолжаем настройку. Для системы Хорошоп дополнительных настроек не предусмотрено, поэтому просто кликаем «Продолжить». На этом этапе вы можете настроить фильтр данных. В данном случае в этом необходимости нет, поэтому тоже кликаем «Продолжить». Теперь вы можете увидеть тестовые данные. Если вас все устраивает, кликаем «Далее». На этом этапе настройка источника данных успешно завершена. Теперь необходимо перейти к настройке приема данных. В качестве системы приема данных выбираем LP CRM. Теперь необходимо указать действие – отправка заказов. На этом этапе необходимо подключить ваш LP CRM к системе Apex Drive. Теперь укажите домен API. Чтобы это сделать, перейдите в личный кабинет LP CRM. Скопируйте домен из адресной строки без дополнительных символов и вставьте соответствующее поле в системе Apex Drive. Далее необходимо получить API-ключ. Для этого возвращаемся в личный кабинет LP CRM. Переходим в раздел «Настройки. Система». Если у вас еще не создан API-ключ, кликаем «Создать новый». Копируем созданный ключ и не забываем сохранить изменения. Когда подключенный логин отобразился в списке «Активные аккаунты», выбираем его и продолжаем настройку. Заполните поля переменными, которые находятся в выпадающем списке. Обратите внимание, при заполнении данных, которые будут отправляться в систему LP CRM, важно указать артикул товара, для того, чтобы система LP CRM смогла распознать товар. Важно, чтобы переменная с артикулом товара из Хорошоп совпадала с артикулом товара в LP CRM. Когда все необходимые данные назначены, опускаемся вниз страницы и продолжаем настройку.
На этом этапе вы видите тестовые данные. Для того, чтобы проверить корректность настройки, кликаем «Отправить тестовые данные в LP CRM». Если вас все устраивает, возвращаемся в систему Apex Drive и продолжаем настройку. На этом настройка приема данных успешно завершена. Теперь необходимо включить автообновление. Выбираем интервал срабатывания связи, например, 1 раз в 5 минут. На этом все. Желаю вам успешных настроек интеграции и удачи!